Здорово всем, с вами Миша Виплюшка, это канал бывшего осужденного. И сегодня поговорим о тюремных татуировках. Зачем их раньше били, зачем их колят сейчас и какой есть за это спрос в сегодняшнем выпуске. Для тех, кто впервые на моем канале, я человек, который провел 12 лет в местах лишения свободы, чем я не горжусь. Здесь я просто рассказываю свой опыт, чтобы люди не совершали моих ошибок. Видео не несет никакой пропаганды, агитации, я за свободную, спокойную, мирную жизнь. Итак, периодически мне люди задают вопросы в соцсетях, ссылки на них, кстати, в описании. Что будет со мной за ту-то, вот, например, наколку? Я вот собираюсь себя наколоть, я, правда, не понимаю, люди собираются в тюрьму, что ли, сразу после того, как набьют, ну, либо там гопники какие-то ко мне пристанут на районе, как вот мне им отвечать, может ли там какие-то там проблемы быть из-за этого. Я всегда отвечаю так: если ты сомневаешься как бы в том, что ты сможешь дать ответ или отпор таким людям, то есть ты хочешь набить татуху, чтобы казаться крутым, да, но ты сомневаешься, стоит ли это делать, вдруг будут проблемы, а ты не сможешь потом как бы от них отбиться, лучше не надо, лучше тогда не делай. Давайте теперь поговорим для начала, откуда вообще началось вот это вот синее движение, да, для чего кололи наколки. Дело в том, что раньше связи, как бы, ну, вот, телефонов там и прочего не было, пейджеров. Телефонов не было, в общем, в тюрьмах. Вот в старые времена, там еще как старые арестанты там поймут, то есть и боси. Вот, и наколки, они являлись таким своеобразным паспортом, то есть человек по ним читали. То есть если он принадлежит к криминальному миру, то есть он отсидел, допустим, там один срок, да, по нему видно, что он там, у него эполет, он участвовал в бунтах, там, не знаю, там какие-то отрицаловские, там еще что-то. В общем, он заехал, и по нему прям сразу видишь, что заехал там из питерских бусиков, да, и прочее. В общем, ну, там перстни, еще что-то. Раньше, в общем, кололи наколки, они символизировали образ жизни человека, да, олицетворяли, так сказать, то есть подтверждали. Просто так никакие татуировки никто себе не мог нанести, так сказать. Делались также, кстати, еще принудительно какие-то там обиженным, вот, крысам, то есть чтобы их тоже можно было распознать. В общем, это, даже не знаю, как сказать, это был такой вот именно тюремная энциклопедия, Википедия, да, такая. То есть зэк зашел, сразу, окей, Google, по нему посмотрел, короче, вот, где он там сидел, да, здесь у него север, на глазах не буди, на жопе не гуди, вот, и так далее, и тому подобное. В общем, вообще, если вам интересно про татуировки, их значения, я могу как бы делать эти выпуски. Обязательно пишите в комментариях. Вот, подпишитесь на канал, поставьте палец вверх. Они, лайки, бесплатные по-прежнему, я договорился с Ютубом, не переживайте. Вот. И также на мои другие каналы, все ссылки, как всегда, в описании. Давайте продолжаем. Что происходит сейчас? Сейчас как бы времена меняются, и в местах лишения свободы в том числе прогресс тоже доходит и до туда. В общем, как сказать, есть, конечно, ряд татуировок, которые зэки не могут себе колоть, но в основном сейчас случилось то, что, в общем, спроса за эти, ну, вообще за татуировки нет никакого. То есть все, абсолютно любой человек может себе наколоть вот, ну, все что угодно. Хочешь там себе церковь там, да, на спине там с 15 куполами, да, хотя сам там отсидел один раз и год какой-нибудь, да, там. То есть раньше это символизировало там вот ходки там человека, да, там, или там 40. Хочешь там перстаки какие-то. В общем, спроса за наколки никакого нет, не стало. Это случилось, я, честно говоря, даже не вспомню, в каком году. То есть, ну естественно, когда я сидел, уже этого не было, но тем не менее, как бы еще немного тянулись вот эти вот татухи. То есть могли там поинтересоваться у тебя, а тебе положено вообще там иметь эти татуировки или нет. То есть не то, что тебе там могли дать там, да, там, если ты себе набил звезды, например, не соответствуешь им, да, тебе там говорят там, бери кирпич, там, на, вон, иди стирай, короче, да. Такого уже не было, когда я отбывал. Вот. То есть кололи эти наколки все, кто хотят, вообще абсолютно разные. Можно было увидеть петуха даже, у которого звезды набиты, вот, который вообще раньше там мало кто мог себе наколоть. То есть никакого спроса
за эти, ну, почти за все татуировки в криминальном мире уже и в тюрьме, короче, ну, нет. Вот. Если вы там переживаете по этому поводу, что там и шлете мне кучу там фотографий каких-то, Серег, посмотри, вот что там это, я себе наколол вот это, я себе наколол вот то. Повторюсь, опять же, я не понимаю, куда вы постоянно собираетесь в тюрьму, зачем? Я уже отсидел за вас, за всех, не переживайте, смотрите мой канал, просто мотайте себе на ус, не занимайтесь никакой фигней, мамкины бандиты, вот. Короче. Реально мне кучу там всяких фотографий вот этих всех присылают там. Я набился это, набился то. Потом спрашивают меня, вот я у друга видел там такая-то, он освободился. Я вот, надеюсь, уже ответил, да, на ваш вопрос, что сейчас наколоть себе может там в местах лишения свободы каждый все, что угодно. Вот. Сейчас в основном, кстати, в лагерях стараются не колоть вот именно вот такие тюремные там, да, наколки, а стараются больше даже колоть такие, как более вольные. То есть, типа как вот в тату-салонах колят, да, чтобы там и краски затягивают, то есть затягивают там машинки, затягивают краски. Вот, для того, чтобы как бы они хотят там забиться, да, там времени много, хотят себе набить там наколок всяких разных. Вот, но в основном сейчас бьют уже такие татуировки, чтобы, ну, не тюремные. Без каких-либо вот этих вот замков, там еще там кандалов, каких-то паутин. Вот, без всей этой канители, это уже сейчас в зонах бьют. Вот. Единственное, я помню, что раньше прикол был такой, одно время что-то, блин, не помню в каком году, в 2007 что ли, стало модно, это как она, биомеханика, да, знаете, что такое биомеханика? Вот, ну это когда у тебя типа тут такой разрез, из него там шестеренки какие-то торчат, как будто ты робот. Вот, биомеханика. Вот у нас стал. И какой-то еще там японский стиль, какие-то иероглифы. Вот. Но драконы, вот, кстати, драконы, наколка дракон, она никогда, кстати, не приветствовалась почему-то в тюрьме. Не то, чтобы там, знаете, там ее там как-то чмырили, но всегда найдутся те, которые как бы подшутят над человеком, у которого набит дракон, потому как говорят, что дракон — это тот же петух, только гребень во всю спину. Люди, как правило, их делают на свободе, потом заезжают. Они думают, что это круто, типа я якудза же, да, там мы же в Японии все живем. Вот. А когда он заезжает и сталкивается с этим, типа, он думает, там, ну, дракон, это круто, это мощно. Я там как реально там японский мафиозник. Вот. А тут заезжает в тюрьму в российскую и начинает над ним все стебаться. Вот. Людям это не нравится. Но, тем не менее, никто ему ничего не скажет, как бы, ну, никуда его не загонят, никаких проблем с этим не будет. Я разные видел татуировки, реально. Я видел у человека во всю спину надпись «Сектор газа». Вот. Я видел у человека здесь на плече очень кривую символику «Спартак», набитую непонятно каким гвоздем, что ли, ржавым. В общем, я видел очень много разных татуировок. И никаких спросов, никаких там зашкваров, никаких там отношений к этому человеку предвзятых не было. Давайте теперь поговорим напоследок о том, за что же все-таки есть спрос. Есть ряд татуировок, за которые есть спрос до сих пор. Это татуировки, которые себе могут колоть только воры. Ну, я думаю, вы понимаете, да? Это кто? В общем, это звезды 16-конечные с глазами. Потом есть крест, наколка, тоже типа на груди с глазом, тоже типа зрячий. Перстак есть. В общем, есть ряд татуировок таких, которые вот могут наколоть люди, которые занимают самый высокий статус в криминальном мире. Естественно, если человек обычный там, да, сиделец, набьет все такие татуировки, вот, не знаю, насколько надо быть камикадзе, конечно, то, находясь там, либо там, ну, даже где-то на свободе, там люди там увидят, то есть, ну, не пропустят мимо, то есть внимание не обойдут. Естественно, да, за такие татуировки есть спрос до сих пор, как бы, но спрос он больше в том, что как бы ты что, ты же не соответствуешь, действительно, ты можешь себе наколоть что угодно, но все кроме вот этих наколок, потому что за них будет спрос действительно за несоответствие. Вот. А все остальное вообще по барабану.
Вот за эти татуировки, да, могут быть проблемы. Тем там могут сказать, там, не знаю, вырезай их, там, что хочешь делай, с ним как хочешь своди. Знаете, в зонах нет лазеров каких-то, чтобы это все как-то, ну, можно забить, опять же, можно, кольчики-то есть. Вот, чтобы это как-то свести можно там максимум, не знаю, какой-нибудь марганцовкой, это в лучшем случае. Вот. А так реально скажут, на вот, у тебя там есть, там, не знаю, час, иди избавляйся. Но на своем веку я таких людей не встречал. Встречал один раз встречал человека, который себе наколол подобные наколки, звезды с глазами. Это был председатель СДП в Рязани, представляете? Но он настолько поверил в себя, когда вот зона типа уже была сломанная, она была красная, что он решил вот даже, не знаю, настолько наплевать на вот и показать это всем своим поведением, что он вот типа настолько ему все по барабану, да? Вот. Потом, кстати, его ушатали. Ну, не знаю, не за это, конечно, а может и за это в том числе. То есть, ну, он такой был человек, печень погоняла у него было. Человек был очень противный, неприятный, он сделал очень много зла, козла. Вот, и с него получили не за это, его просто ушатали. Вот. Но, тем не менее, такие татуировки я вот у него видел, вся зона это знала. Я бы лично, вам скажу честно, не рискнул бы себе такие набивать. Я вообще не рад, что вот сам-то весь засинился. То есть я бы сейчас этого делать не стал, а удалять это все, это огромных денег стоит. То есть и времени, денег. И опять же, это совсем бесследно все не удалится. Вот. Поэтому, ребята, вот мое личное мнение, я считаю, что в принципе татухи-то они не особо нужны. Это раньше я думал, что типа как вот отсидеть в тюрьме и не набить себе наколку. Типа я должен вот выйти там все там вот всем показать. Вот смотрите, я отсидел, наколки есть, у меня там все ровно было там. Вот. Да, базара нет, это, конечно, смотрится там летом на пляже эффектно. Вот. Но, например, летом, когда ты приезжаешь там, не знаю, на дачу, либо к кому-то в гости, при первом знакомстве люди всегда обращают внимание, потому что видно, что это именно вот наколки, а не татуировки. Опять же, дети меня мои спрашивают, а что это такое, пап? Я им постоянно говорю, что это, короче, если мама, ну, ваша мама меня вот разрисовала вот так вот. Я говорю, я не слушался, плохо себя вел, вот она меня разрисовала. Вот будете себя плохо вести, она вас тоже разрисует так. Ну, пока верят. Вот. Ну, спрашивают, да, я помню, нянька маленькая была, у меня все пыталась ручонками маленькими своими оторвать все хотела. Вот, я бы сейчас сам бы с удовольствием, знаете, взял бы, оторвал, и вот, ну, сейчас это мне все ни к чему. Поэтому лично я считаю, что татуировки, в принципе, они не делают тебя круче. Вот эти вот узоры рисовать на себе там, не знаю, вот сейчас бы я не стал, серьезно. И не из-за того, что там какие-то спросы, не спросы, что-то я боюсь. Я за каждую точку могу, в принципе, дать объяснение. Вот почему я сделал, зачем, когда и как вот, на своем теле. Но по большому счету, они вообще абсолютно не нужны. Вот. Особенно это касается девушек. Девушек я вообще не понимаю, которые колят себе наколки. Особенно, когда все синие они. Вот это я вообще не понимаю. Вот. Я не хочу никого, конечно, оскорбить, но, знаете, раньше метили, там, знаете, как вот смотрели «Три мушкетера», там метили этих лилий, да? Выжигали, короче, метили там блудниц всяких и так далее. А сейчас им метить никого не надо. Сейчас они сами все себя метят. Вот, то есть я считаю, что женское тело, оно прекрасно и так, и никаких татуировок там не надо. Вот, это выглядит как-то, ну, не знаю, мне не нравится. Вы свое мнение обязательно пишите в комментариях. Надеюсь, всем все объяснил. Вот. Ну что, лайк заслужил или нет? Под конец уже, кто вначале не поставил, обязательно поставьте, напишите свое мнение, еще раз повторюсь. Подпишитесь на канал, на все мои еще другие два канала у меня есть. Один лайв-канал, а второй я сейчас, третий вернее уже, завел. Там проходят стримы, смотрим разные криминальные передачи, там прохождение всяких игр прикольных. Вот, все ссылки, как всегда, в описании. Также хотел сказать огромное спасибо всем спонсорам канала, кто нажимает синенькую кнопочку «Спонсировать». Вы меня очень сильно продвигаете.
Задавайте вопросы, заходите в прямые эфиры, они проходят по четвергам и субботам в 19:00 по Москве. Будем общаться, будем отвечать на ваши разные вопросы вот такими видео и в прямом эфире. А с вами был Миша Выплюшка. Берегите себя, не занимайтесь никакой фигней. Увидимся.